Привет, это Технозона. Сегодня у нас обзор одного из самых интереснейших мини-компьютеров, который можно купить на рынке Китая. Это Belink Gemini X55. Обалденный мини-компьютер на базе Intel Pentium J5005 Silver серия. И примечателен он не только этим. Здесь 8 гигабайт LPDDR4. Здесь стоит M2 SATA диск на 256 гигабайт. И существуют вариации на тему. У нас есть еще вариации на 128 и на 512 гигабайт. Здесь металлический корпус. Здесь активное охлаждение. Здесь очень много различных плюшек в виде двухдиапазонного Wi-Fi Intel, который работает на очень классных скоростях до 250 мегабит. 1000 мегабитная Realtek сетевая карта. Но это еще не все. Этот Belink Gemini X55 имеет мини PCI Express, куда можно подрубить внешнюю видеокарту. Мы пока этого еще не делали, мы пока к этому только готовимся. И возможно даже выпустим видео на нашем канале. Но даже в такой конфигурации с Intel HD Graphics 605 эта штука может много. А что она может, я вам скажу. Она декодирует видео H265 кодек на аппаратном уровне. Она проигрывает 4К тяжелейшие фильмы. У нее есть транскодирование звука Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS. Все это 5.1 звук. И даже есть, по-моему, Dolby PL2 Movie. К сожалению, да, здесь нет Dolby True HD, нет DTS Hi-Res, но дело в том, что это и компьютер, это не Smart TV Box. Но именно его я позиционирую как такой себе симбиоз Smart TV Box и компьютера. Потому что, например, при использовании Kodi мы можем получить с вами полноценный автофреймрейт и проигрывать торренты онлайн. К тому же меня очень прельщает то, что в Belink Gemini X можно подключить два HDMI телевизора, либо монитора. Можете вообще делать мультимониторинг, 4 USB 3.0, 3.5 выход на наушники с микрофоном, то есть он совмещенный. И еще немаловажный аспект, этот Belink Gemini X55 имеет полноценный BIOS. Это значит, что вы сюда можете накатить что-то другое, например, какую-нибудь другую операционную систему. Короче, ребят, полноценный компьютер, из которого можно сделать крутой Smart TV Box, 4K Ultra HD, со всеми плюшками. Что касаемо автофреймрейта, то он реализуется через Kodi, и вы можете смотреть с автофреймрейтом свои любимые фильмы. Мы не будем больше спойлерить, и так уже очень много всего рассказали, ссылки лежат в описании под видео на этот самый Belink Gemini X55. И перед тем, как перейти к обзору, вернее даже к распаковке, мы даже распаковочку покажем в этот раз, а потом уже к самому обзору, тестам, кстати, там будут и игровые возможности, советую досмотреть до конца. Мы хотим вам напомнить, что вам необходимо нажать подписаться, колокольчик, для того, чтобы не пропустить наши дальнейшие обзоры, настройки, модификации, в частности этого Belink Gemini X55, ну и конечно же не пропустить розыгрыши. А какие же крутые розыгрыши идут у нас на канале, ссылка лежит в описании под видео на очередной крутой розыгрыш крутейшего обалденного девайса. В частности, на текущий момент, по-моему, это какая-то крутая видеокарта, игровая притом. Ну да ладно, сами посмотрите. Ну а также внизу в описании под видео лежит ссылочка на наш второй канал с очень красивыми 4К видео с дронов. Ну а сейчас я, Бабл на канале Технозон, и Belink Gemini X55. Начинаем его обзор. И я говорю вам халабанг, ребята, это же бульгум, поехали! Belink Gemini X. Вот такая вот коробочка ко мне сегодня пришла. И это у нас Gemini X. Читаем спецификации. Есть модель X45, есть X55. Это именно X55, и она более интересна. Интересна тем, что в ней стоит Intel Gemini Lake Pentium J5005, Intel HD Graphics 605. Данная версия это 8 на 256, 8 гигабайт оперативной памяти, 256 гигабайт SSD. У нас есть Wi-Fi 2.4, 5 и 8, LAN 1000 мегабит, Bluetooth 4.0. Здесь расписываются кнопочки, есть 4 порта USB, HDMI 2 порта, что позволяет подключить 2 монитора, либо монитор и телевизор, LAN-порт на 1000 мегабит, TF-карты, аудио-джек, ну, само собой, вход питания. А вот это интересно. M-SATA, один мини PCI Express, SATA, один SATA для подключения еще одного диска и Wi-Fi, один Half-Length мини PCI. А это вот штука, которая позволяет подключить нам внешнюю видеокарту. Будем пробовать, не обещаю, но подписывайтесь, если вам интересно, и мы такое обязательно замутим. Значит так, поехали вскрывать. Опа-па. Вот такая вот коробочка интересная. Слушайте, он прикольный. Люблю Belink мини-компьютеры, они их делают действительно крутыми. Что сразу чувствуется, когда вот берешь этот Belink мини-компьютер, то что он металлический. Сверху у нас пластиковая крышка. Кстати, в отличие от J45, который я уже делал обзор,
Здесь не было пленки и очень сильно царапаемая поверхность была. Здесь есть транспортировочная пленка, это очень удобно. То есть вы ее снимаете только после установки. Он увесистый, надо сейчас будет его разобрать и посмотреть, что там за система охлаждения. И мне очень интересно, можно ли туда поставить все-таки внешнюю видеокарту через специальные переходники. Да ладно. На боках у нас 2 USB 3.0 сзади, LAN RJ45 на 1000 мегабит, 2 HDMI, есть разъем под замок Kingston, очень удобная штукенция для того, чтобы его не украли на работе или если в бизнес каких-то целях его используют. Есть у нас разъем питания, но это такое. Спереди у нас тоже 2 USB, есть джек 3.5 и есть кнопка питания. Снизу он тоже металлический. Написано у нас серийный номер Gemini X55, 12 вольт, 2 ампера. Что ж, давайте посмотрим комплектацию, потом уже вернемся к самому Gemini X. Есть такая вот коробочка фирменная, и в коробочке у нас, как всегда, все стандартно. Есть крепление для телевизора, либо для монитора, чтобы закрепить сзади. Это плюс. И плюс здесь есть винты для крепления SSD диска внутри или жесткого диска, если вы его используете. Есть HDMI кабель один, есть HDMI кабель короткий. Короткий для того, чтобы крепить его сзади. Длинный для того, чтобы его использовать вот в виде Smart TV бокса, либо просто использовать как десктопный вариант. И есть блок питания 12 вольт 2 ампера. Хорошая комплектация, скажу я вам. Не самая худшая для мини-компьютеров, которые я видел. Далеко не самая худшая. Будем его сейчас с вами разбирать. Слушайте, он прямо весь такой себе металлический и прикольный. Так, мы все это дело открутили. Если у вас плохо он достается, лайфхак. Закручиваете в в крепежное гнездо винтик один и открываем. Открываем и видим, что у нас есть крепление под жесткий диск на металлической крышке. Кстати, будет неплохо тепло отводить. Теперь приклеен у нас SATA разъем полноценный, и внутри у нас есть с вами плата. Есть у нас SSD на 256 гигабайт, а вот под SSD, если есть мини PCI-Express, то действительно мы с вами сможем сюда прикрутить видеокарту внешне. Итак, момент истины там есть. Это значит, что мы сюда либо Razer, либо специальный переходник просто-напросто выведем, прокрутим сюда, назад, выведем куда-нибудь, да, в принципе, можно пропил сделать, и можем сюда даже влепить вплоть до какого-нибудь RTX, да неважно, что-нибудь да попробуем. У нас есть и 1660, и 1050 Ti валяются. Посмотрим, что можно из этого сделать, но это уже круто. Отложим SSD и попробуем посмотреть систему охлаждения. Система охлаждения не менее важна для нас. Ну, плата откручена. Что вообще делает Belink? Belink, по сути, делает ноутбучные варианты, вот такие вот, в десктоп решениях. Насколько ее удобно, эту плату демонтировать, это еще тот вопрос, конечно. И главное это делать аккуратно, потому что там есть, скорее всего, провода, которые у нас идут к антеннам внешним. Да, я был прав, там есть провода для антенн, поэтому аккуратно, чтобы не оторвать. Охлаждение у нас активное, ноутбучное. Не знаю, насколько вам видно, но здесь достаточно неплохое охлаждение. Я уже видел такое охлаждение в ноутбуках, и оно достаточно хорошо будет справляться, с учетом того, что здесь даже достаточно неплохой процессор для таких систем. Что ж, собираем. Скажу сразу, что память распаяна на плате, но обычно такие решения не вызывают проблем у пользователей. Все, устанавливаем обратно. Слушайте, простота разборки вообще, она действительно очень-очень просто разбирается. 4 винта на плате. Главное отклеить вот этот вот провод, который ведет на верхнюю крышку на Wi-Fi антенну, для того, чтобы его не оборвать. Такое, к сожалению, случается. Люди обычно выдирают плату и отрывают эти самые провода. Прикрутим с вами SSD, вернее M2 SATA диск. SSD замонтировали, и можно закручивать верхнюю крышку нашего мини-компьютера. Что ж, он собран. Крайне интересная коробочка. Берем, переходим, тестируем, обозреваем. Поехали. Обзор нашего с вами Belink Gemini X55 мы начнем именно с BIOS. Здесь полноценный BIOS от American Megatrends. Посмотрим, что у нас здесь есть. Итак, есть основная информация о версии производителя и версии платы, но нас это не интересует. Нас интересует, что здесь скорость памяти 2133 МГц, это LPDDR4, производитель AZV,
Belind Gemini X55 по факту, System Language English. Ну, давайте попробуем, только English есть. Ну да ладно, не столь суть важно. Меня интересует еще другая вещь. Сможем ли мы сюда впилить внешнюю видеокарту? Будем искать этот самый интересный пункт, который позволял бы нам включать видеокарту. И это, скорее всего, будет в чипсетах. Давайте посмотрим. Да, вот, кстати, мы видим, что у нас установлено 4 чипа по 2048. Кстати, это значит, что она работает в многоканальном режиме. На южном порту тоже нет. Слушайте, здесь можно разные версии устанавливать операционных систем по ходу. Или он может работать для разных операционных систем. Ну, класс. Ладно, нас это не очень интересует. Так. Intel Graphics IGD. Primary Display, PCI Express. Ребят, мы во второй слот, который вы увидели на распаковке, можем втулить PCI Express карту. Это мини PCI Express. И мы обязательно это попробуем. Подписывайтесь, это очень будет интересно. Потому что с DDR4 на Intel Pentium J5005 можно поиграть в неплохие игры. Давайте же пробовать. Насколько это реально, будем обязательно пробовать. Короче, что есть у нас в самом BIOS? Огромное количество различных настроек. Я не буду сейчас уделять время этому BIOS. Зайдите в BIOS, в любое описание BIOS и посмотрите, что у них может быть. Но управлять можно абсолютно всем. Слушайте, у нас здесь можно даже выбирать HDMI, через который выводится. У нас сейчас вот включен HDMI именно во второй. Если бы был включен другой монитор, мы могли бы выбирать между мониторами. Конфигурация термальных датчиков, системные компоненты. Круто. Разбирать не будем, действительно неинтересно. Есть у нас SSD на 256 гигабайт, мы главное для себя уяснили. DDR4, LPDDR4, есть возможность включения PCI Express видеокарты и есть у нас еще управление различными HD аудио, да, у нас есть поддержка, это хорошо. SATA драйвами можем расширенно управлять. Короче, все, выходим с нашим этим самым BIOS, все понятно. Что ж, привычный нам Windows 10 интерфейс. Давайте смотреть сразу же на конфигурацию. Заходим в мой компьютер, свойства, и мы видим, что тот же AZV, модель Gemini X55, Intel Pentium Silver J5005, CPU 1,5 ГГц, в турбобусте до 2,8 ГГц с 4 мегабайтами кэша. Установленная память 8 гигабайт LPDDR4, 64-разрядная система. Очень удобно, что это активированная Windows 10. То есть она имеет лицензию, ключ абсолютно легальный. И AZV покупают просто-напросто OEM версии для своих продуктов. Поэтому здесь вы можете не переживать. Диспетчер устройств. У нас есть с вами Bluetooth, рабочий Bluetooth, есть у нас HD аудио. То, что у нас здесь есть батареи, нас не интересует. Видеоадаптер Intel Ultra HD Graphics 605. Достаточно производительный видеоадаптер, конечно, не для топовых игр, но в какие-то простые игрушки вы поиграть сможете. Мы вам, кстати, это покажем. То, что у нас есть SSD 256 гигабайт, мы с вами уже знаем. И, в принципе, что у нас здесь есть еще? У нас здесь есть Wi-Fi модуль Intel Wireless AC3165, это двухдиапазонный Wi-Fi. И Realtek-овская сетевая карта на 1000 мегабит. И плюс 4 ядра Intel Pentium Silver J5005 на 1,5 ГГц без турбобуста. Турбобуст до 2,8. С чем же может справляться этот самый у нас Belind Gemini X55? Сейчас мы его смотрим в состоянии простое. Скорость 0,8 меньше 1 ГГц. Это значит, до 17% там что-то прыгало, вообще 2% использования. Это значит, что достаточно крутой запас мощности. И вообще этот Belind я вообще советую как вариант для замены Smart TV Box. Это не часто я это делаю, а знаете почему? Потому что этот Belind тянет 4К. Не только разрешение, а еще и воспроизводит 4К контент. И наша с вами задача сейчас определить, как работает этот Belind Gemini X в основных задачах. Первое, мы протестируем Google Chrome, мы поиграем YouTube 4К, мы откроем очень много вкладок, мы его просто погоняем очень даже сильно. Плюс мы с вами обязательно сейчас подключим внешний жесткий диск. Не забываем, что вы можете поставить сюда еще один дополнительный жесткий диск, мы будем тестировать с внешнего. У нас есть вот такой вот USB 3 вербатин, благо здесь все выходы USB 3, это тоже, кстати, неоспоримый плюс. Что я могу сказать, у нас подключился диск, проверим его наличие в меню.
и он есть. Здесь есть у нас очень много тестовых роликов, мы обязательно проверим транскодирование Dolby, DTS, и в том числе и в коде. Хорошо, это мы выключаем. Начинаем мы именно с нашего интереснейшего браузера, с Google Chrome. Обычно его все используют. И все знают, что он энергоемкий. Мы открыли с вами Gmail. Поехали. Мы с вами откроем очень много разных страниц. Мы попробуем его загрузить по полной. Давайте откроем страницу PayPal. Давайте откроем OLX. Откроем обязательно YouTube. Открываем YouTube. Откроем YouTube Music. Вот, YouTube Music открываем. Сразу же включу какую-нибудь песню, пускай играет. Не будем ее показывать никому. Все, включили, пускай проигрывает. У нас сейчас там идет фоновое проигрывание, а здесь мы с вами будем играть 4К 60 FPS. При том, что здесь клип проигрывается, он не останавливается. Поехали, выберем 4К 60 FPS ролик. Давайте на нашем втором канале 4К Geoplaces, обязательно это сделаем. Мы ветряки снимали. Поехали. Так, выбираем разрешение 2160 на 60 FPS. Разворачиваем на полный экран. Все воспроизводит. И воспроизводит, ребята, просто идеально. Это вот один из тех вариантов, когда меня очень сильно радует мини-компьютер, потому что 4К 60 FPS воспроизводит не все мини-компьютеры. Вы это прекрасно знаете. Я показывал уже обзоры на другие мини-компьютеры под разные требования. И вот именно Gemini X55, почему я вообще выбрал как платформу для модернизации, для того, чтобы ее улучшить, подключить внешнюю видеокарту и попробовать из него вообще сделать компьютер для видеомонтажа, потому что здесь DDR4, здесь достаточно мощный процессор, в простом понимании мощный для бытовых нужд, и достаточно неплохая конфигурация в плане того, что есть вариант установки дополнительного SSD и хорошие сетевые модули. Выходим. Кстати, мне очень интересно, 4К у нас работает, пускай он работает. Пускай он работает. И, кстати, давайте замечаем, здесь работает сейчас звук, он работает в фоновом режиме. Обычно мне там в замечании делают, что вот в фоновом режиме гасится. Нет, мы специально включили сейчас YouTube Music и 4К 60 FPS. И сейчас включим еще что-нибудь, смотрим на звук, звук воспроизводится. Обычно, когда он засыпает, звук выключается. Здесь мы с вами будем работать именно по полной программе. Мы включим еще один YouTube Music. Давайте включим еще одну песню. И она тоже воспроизводится. И здесь воспроизводится, и здесь воспроизводится, и здесь воспроизводится. Ребят, загружать можем очень много. Можем открыть каких-то вкладок сумасшедшее количество. Давайте пробуем. Научно-популярный портал какой-то. Еще откроем вкладку. Детский трикотаж. Включим кемперы. О, ребят, ну... Все загружается, работает, все воспроизводится, музыка воспроизводится, 4К наш воспроизводится. Вкладок можем открывать еще бесконечное множество, но при том, что у нас сейчас, замечаем, есть на вкладках музыка. Мы сейчас с вами зайдем и оценим производительность этого всего дела. Заходим в диспетчер задач, в производительность и будем смотреть, что же у нас происходит. И при вот такой вот загрузке у нас использовано всего лишь 12%, мать его, даже до 20% этого процессора. Ребят, есть какие-то скачки, когда он там что-то обрабатывает, но вот мы смотрим с вами на статистику и скорость где-то в районе 1,16 ГГц, 1,93, 0,83. Вот среднюю скорость, если вывести, мы понимаем, что мы даже на малую часть не загрузили эту систему. Ну, вот как-то так. Память загружена 4.8, да, Chrome сжирает память. Мы видим, что у нас сейчас жрется сеть достаточно активно, до 40 мегабит, то есть видеопоток идет. А графический процессор загружен всего лишь на 2%. Поэтому мы закрываем производительность, закрываем, ну не знаю, даже не буду. Хотя позакрываем наши вкладки, которые жрут скорость, потому что мы с вами должны теперь понять, благодаря каким сетевым модулям мы обеспечиваем такое быстродействие, вернее, такую скорость воспроизведения различного достаточно тяжелого контента. Закрываем вкладочки и поехали с вами потестируем в спид-тесте. Ну что, Lancer J45 пробуем. Туру-ту-ту-тум. Кстати, для мини-компьютера это очень охренительные показатели. Больше 500 мегабит на загрузку. И это на веб-версии, там где много рекламы. Не люблю веб-версию этого самого спид-теста на выгрузку 780. Я, кстати, подозреваю, что сейчас даже 800, больше 800. Я подозреваю, что сейчас просто-напросто у нас загружена сеть сама по себе. Мы не можем получить 800 на загрузку, можем еще раз попробовать и сравнить результаты, допустим, еще одного теста. Результаты практически идентичны. Давайте с вами попробуем протестировать Wi-Fi модули.
Подключили с вами 5 ГГц и сразу же нажимаем Go. В крайне плохо для мини-компьютера. Вот действительно в крайне плохо. 233 мегабита на загрузку и чуть больше на выгрузку, 250, 260. И вы должны учитывать, что мы это делаем на дешманской Tandy AC10. Мы не делаем это на каких-то дорогих кинетиках, которые выжимают там какую-то скорость. Нет, у нас в студии, у меня роутер находится черт знает где. И это вот реально Tandy AC10. Давайте еще раз попробуем. Хочу обратить внимание на ровный график Wi-Fi, то есть нет провалов, то есть вот он абсолютно ровный. 238 на загрузку сейчас, 260 на выгрузку и, слушайте, ну классно работает, действительно хорошо. Давайте 2,4 ГГц пробовать. Но чтобы вы понимали, скорости 5 ГГц вам хватит для того, чтобы даже проигрывать торренты онлайн 4К. И мы с вами обязательно это сделаем на этом Belin Gemini X. Поехали, 2,4 ГГц. И здесь результат намного выше среднего. Очень классный результат для 2,4. Действительно, не на каждом Smart TV боксе вообще увидишь такой результат. А на мини-компьютерах так подавно. Так вот, здесь мини-компьютер выдает 97 мегабит на загрузку и 90, минимум 90 на выгрузку. Нет, даже не минимум, 83, 82, 85. Это на 2,4 ГГц. При этом график абсолютно ровный и четкий. Ребят, 2,4 ГГц зачет. Сетевые модули в Belin GTX 55 действительно заслуживают внимания. Они очень хороши. В этом Belin потрудился. Следующим этапом хочется понять, работает ли он нормально с офисными приложениями. Я хочу сказать вам сразу, вы можете сюда установить любое офисное приложение, которое вы хотите. Можете приобрести Microsoft Office, мы используем LibreOffice и используем еще из маркета. Мы, кстати, скачали NetOffice, он абсолютно бесплатный, абсолютно новый. Не знаю, насколько он подходит всем, но у нас он работает абсолютно идеально. Можем здесь открыть таблицу, работать с документами. В общем, учитывая то, что он может делать с графикой, то есть здесь все работает абсолютно идеально, никаких вопросов нет. Это с офисными пакетами мы можем работать без ограничений. Тот же самый LibreOffice мы можем открыть и тоже работать, поэтому с офисными пакетами у нас проблем нет. Хотите, устанавливайте Microsoft Office, где вы его возьмете, не наше дело, мы не пропагандируем ничего нелицензионного для Windows. Хотите, установите LibreOffice, либо установите NetOffice прямо из маркета, который есть в стандартном маркете Windows. Вот, например, мы сейчас введем просто-напросто Office. И там этих офисов, и Trio Office бесплатно, и вот NetOffice мы установили, NetOffice бесплатно. Слушайте, их очень много. VPS Office, есть VPS Office 2019, есть Ultra Office for free. Поэтому с офисными приложениями на данном компьютере, да, это компьютер, забываю все время, что это не Smart TV Box, на данном компьютере нет и быть не может. И мы с вами понемногу переходим к тестированию мультимедийных возможностей данного компьютера. Начнем мы с вами с тестов тяжелых роликов, фильмов. У нас закачаны огроменные фильмы и Jellyfish. И вот тест-фильмы у нас есть еще. Все они Ultra HD, Blu-ray диск ремуксы. Давайте, поехали. 56 гигабайт фильм. Запущу я его через Media Player Classic обязательно. И тогда все работает. Само собой, если вы хотите смотреть фильмы с автофреймрейт на такой коробке, то вам необходимо будет использовать Kodi. Это самый лучший вариант реализации автофреймрейта. Это можно сделать. Кстати, мы выпустим обязательно с вами видео, для вас видео, которое превращает любой компьютер, в частности мини-PC, в полноценный Smart TV Box и полную его настройку. Что же мы там будем делать для того, чтобы установить и торренты онлайн, фильмы смотреть онлайн. Вот мы перематываем эти 4К фильмы. Вообще без задержек все. Все, вот 56 гигабайт. Давайте мы проиграем еще один. Вот, кстати, мы включили Blu-ray диск с диким каким-то тоже размером. И он тоже воспроизводится отлично. Кстати, можем посмотреть на размер этого фильма. Это Rocketman, да, это Rocketman. И у него размер 82 гигабайта, 83 почти. Поэтому вот с фильмами здесь вообще вопросов нет. Тест-ролики и фильмы, поехали.
тестовые ролики Jellyfish'ики. Jellyfish 400 Mbps воспроизводится. Воспроизводится. Это максимальный тестовый ролик Jellyfish, который у нас есть. 400 Mbps, 10 бит мы можем развернуть, никаких вопросов, замечаний здесь нет. Вот, знаете, в последнее время у меня очень много говнобоксов я показываю на своем канале, и прошлые мини-компьютеры я тоже обозревал, я показывал, где что не так. Например, где не работал 4К YouTube, где еще что-то. А вот здесь как раз, ну нет у меня действительно замечаний. Вот Sony Triluminos Demo, я все не могу его нормально выговорить, но это тоже работает, все идеально. 4К. Вы можете подключить сюда два монитора, вы можете подключить 4К телек и монитор, вы можете заниматься монтажом при условии подключения карты или не сильно сложным монтажом при использовании какого-либо слабенького редактора, допустим, и для редактирования Full HD формата. Также у нас здесь есть Netflix. Netflix у нас абсолютно рабочий. Вы можете здесь просматривать любой контент. Netflix ставится тоже из простого маркета при условии того, что у вас есть подписка. У нас есть премиум, поэтому мы включаем с вами любой фильм и смотрим из Netflix. А при этом он еще и HD и 5.1 звук. Вот, пожалуйста, у нас есть Dolby Digital, оно пробросило, и у нас Full HD фильм воспроизводит в Netflix. Ох, ребят, интересная штукенция, поэтому это заслуживает внимания. То есть у нас есть транскодирование звука, по крайней мере мы получили его в Netflix. Давайте перемотаем чуть дальше, все работает. Netflix, ладно, опускаем. А вот если не хочется платить за Netflix, то, конечно же, здесь есть FS-клиент. И посмотрим с вами, например, в FS-клиенте John Wick. John Wick, обожаю John Wick. К тому же третью часть. Переходим в раздел «Файлы». Видео про FS-клиент есть у нас на канале. Ищем. Хотите, положу в описании под видео. Выберем все источники. О, в переводе HD резко студия. Тоже все пошло отлично. И в FS-клиенте тоже у нас никаких проблем мы не наблюдаем. Кроме того, что в FS-клиенте, конечно же, нет транскодирования звука. Мы должны это понимать. Ну да ладно, не всем нужно транскодирование звука. К тому же у нас есть еще и Kodi и есть торренты онлайн. Поехали дальше. Слушайте, круто показывает. Поэтому так, FS-клиент опускаем. С фильмами онлайн типа Netflix, FS-клиента у нас тоже никаких проблем не наблюдается. Переходим к оценке воспроизведения IPTV телевидения и к оценке воспроизведения торрентов 4К онлайн. То, что вы можете качать торренты, мы это понимаем. То, что вы можете смотреть фильмы, скачанные на жесткий диск, мы это тоже понимаем. Вы можете смотреть Netflix с Dolby Digital. Вы можете смотреть все, что угодно на самом деле, но нам нужно проверить абсолютно все. Идем в System, посмотрим, что у нас с транскодированием звука в этом самом мини-компьютере. Давайте посмотрим DTS, Dolby Digital, что-то там должно выдать, и это мы сейчас с вами должны посмотреть. Кстати, кто не знает, как активировать автофреймрейт, то это делается в настройках в разделе Player, и у нас здесь вот есть Adjust Display Refresh Rate, то есть вы можете его включить, у вас будет фактически автофреймрейт. Поэтому мы с вами выходим назад, будем оценивать, что же он там у нас транскодирует, и что он у нас воспроизводит онлайн, и как работает IP-TV телевидение. Поехали, тест фильмы. Так. Мы начали воспроизводить тот же Valerian с жесткого диска, вернее Rocketman, и он Dolby Digital. Dolby Digital пробросил, Dolby Digital показывает. True HD здесь нет, сразу говорю, но Dolby Digital работает. То, что у нас он воспроизводит в коде DTS еще пробросить ядро 5.1. Поехали, смотрим. DTS у нас тоже работает. Поэтому слушайте, вы здесь 5.1 канальный звук можете получить через HDMI Pass-Through, если у вас есть соответствующий ресивер. Я само собой понимаю, что DTS Master Audio и DTS Hi-Res здесь нет, но 5.1 звук DTS и 5.1 звук Dolby Digital и Dolby Digital Plus, а также Dolby PL2 Movie здесь 100% есть. И в коде он тоже воспроизводит без проблем самые тяжелые фильмы. Давайте с вами попробуем с телевидением, как он работает. У нас загружен плейлист в коде. Вы можете это все реализовывать через OTT плеер, через Kodi, через любой IPTV плеер, который вы знаете под Windows. В принципе, он будет работать. Работает.
IPTV телевидение тоже работает. Переключим какой-нибудь канал HD, найдем, мне все-таки интересно. Есть у нас Амедиа Премиум. И в HD каналы тоже заработали в этом самом коде. Короче, ребят, у меня вообще нет претензий по проигрыванию какого-либо контента. Единственное, мне интересно, а сможет ли этот, скажем так, мини-компьютер проигрывать торренты онлайн? Для этого мы установили сюда плагин Кинотренд и, само собой, подняли Tor-сервер клиент. Поехали по Кинотренду пройдемся. Найдем фильм потяжелее, а это что-нибудь, где есть много раздающих. Тот же самый Джон Уик 3. У нас здесь есть HDR 63 гигабайта. И мы его, уважаемые мои зрители, стартуем. Слушайте, 63 гига. 63 гига. Он сейчас еще и транскодирует в Dolby Digital, Torrent онлайн, на Smart TV боксе, с автофреймрейт в коде, без скачивания. Коробка имеет активное охлаждение. Корпус металлический, абсолютно холодный. Здесь есть очень много диффузоров и очень хорошо рассеивает именно это тепло. Коробка холодная как снизу, так и сверху, так и по бокам. И мне это определенно нравится. То есть серия Pentium J5005 процессор, Silver серия, она действительно отрабатывает на все 100. В принципе, как и декодирование H265 кодека, H264, да, в принципе, Blu-ray диск мы только что с вами на нем проигрывали. Все, ребят, выходим отсюда. С торрентами мы понимаем, что здесь все хорошо. Давайте еще один торрент попробуем. Вот реально интересно. Люди X Темный Феникс. Так, что у нас есть максимальное? 44,8 гигабайт. Поехали, стартанем. И он тоже заработал. Заработал в DTS. DTS транскодировала. У вас 5.1 звук в коде в торренте онлайн без тормозов. Все. Останавливаем мультимедийные тесты. С мультимедиа мне давным-давно все понятно. Behling Gemini X55 действительно очень даже неплохо в этом деле отрабатывает. Очень тихая. У меня, кстати, микрофон находится прямо возле этого самого Behling. Behling лежит прямо передо мной. И вот мой микрофон, вот, пожалуйста, он находится в непосредственной близости, буквально сантиметров 15 до Behling. И активная система охлаждения работала, когда мы просматривали торренты онлайн. И вот я думаю, что вы практически не слышите его, как и я не слышу, то есть мне нужно прислушиваться. То есть обычно почему компьютеры неудобно использовать как Smart TV боксы? Потому что они достаточно шумно имеют охлаждение. Здесь охлаждение ноутбучное и достаточно холодное. Теперь мы с вами должны провести тест игровых возможностей этого Smart TV бокса. Для этого мы с вами проверим World of Tanks, мы с вами проверим Modern Combat 5, мы с вами проверим Hearthstone, возможно еще что-то, но мы начнем именно с Modern Combat, потому что игрушечка это зачетная. Я попробовал на одном Smart TV боксе и прям подсел. Итак, мы поплыли. Кстати, в Modern Combat очень даже неплохая графика, как для такого типа устройств, вот типа Smart TV боксы, плюс смартфоны, плюс еще и мини-компьютеры походы, да, любые Windows устройства. Ведь он есть стандартно, бесплатно в самом Microsoft Store. Слушайте, работает. Работает. Ну давайте, поехали, постреляем. Все это работает без тормозов, без лагов. Вы можете оценить это. Мы ничего не скрываем. Поехали. Тух-тух-тух. Слушайте, класс. Вообще, обожаю стрелялки. Хотя очень давно не играл, очень давно нет времени уделить. Вот именно много времени уходит на создание роликов, на ведение нашего канала. Но все-таки Modern Combat меня чем-то зацепил. Давай, залазим. Слушайте, отлично. Насчет Modern Combat понятно. Мы сейчас с вами выйдем на открытую локацию, чтобы было понятно, тормозит, глючит, не глючит. Еще пару террористов убьем и переходим к следующей игре. Отлично, все отлично работает. Все, мы можем выключать. Работает без лагов, тормозов, зависаний. Следующая игра, которую мы будем пробовать, это World of Tanks Blitz. Для того, чтобы поиграть в большие танки, не в блицы, то само собой вам необходима будет внешняя видеокарта. Здесь у нас конкретно World of Tanks Blitz. Мы его скачали тоже из Microsoft Store. Идем в настройки, графика, и у нас высокие настройки. Плюс у нас еще отображение растительности и трава в снайперском режиме, текстуры HD. Вот с такими настройками мы с вами зайдем в бой и посмотрим, что же выдает по FPS этот самый World of Tanks Blitz на Behling Gemini X55.
И прямо на старте это 60 FPS. Ребят, 60 FPS и будет невырубаемо на высоких настройках. С травой, с хорошим качеством графики, с хорошими текстурами и даже с тенями. Вот сейчас, кстати, чуть-чуть увеличил обороты встроенная система охлаждения, вернее кулер, который в нее встроен. И я не знаю, вы можете оценить уровень шума, если он есть. Он очень-очень тихий, знаете, такое дуновение ветра легкое. Но все-таки слышно, как работает именно, допустим, в игре. В фильмах вообще не работал, вентилятор не включался и практически не было слышно. Все, я его слил, можно вообще выходить отсюда, сливаться, выходить, но меня зажали, и выехать я могу все-таки. Выходим и переходим к следующей игре. В принципе, в играх типа Hearthstone, ну, на таких процессорах не должно быть никаких проблем, хотя они достаточно производительные. Графика хороша, графика работает хорошо, хотя посмотрим, какое настройки графики оно выставило среднее качество, что для Hearthstone достаточно неплохо, потому что Hearthstone на максималках, на 1050, вот там вот можно еще поиграть, на GeForce 1050, на Intel HD график, на встроенной, чтобы на средних играть, это действительно тяжело. Именно на средних приходится занижать. А здесь у нас все работает, в принципе, неплохо. Анимация, графика, переходы, все, ничего не тормозит, ничего у нас не вылетает, не тротлит. И, кстати, нагрева я тоже сильного в этой игре не вижу. Сейчас мы попробуем, может быть, с вами включить диспетчер задачи, посмотреть производительность, что он нам там показывает. Сейчас мы выясним производительность. Сейчас он работает в турбобусте, но и то не на 100% своей производительности. То есть 26, 28, 30% он даже в турбобуст не ушел. То есть мы, получается, что самое слабое звено этого мини-компьютера для тяжелых игр — это видеокарта. Поэтому мы ее и будем пробовать сюда присобачить в следующих выпусках. Ну а сейчас мы можем наслаждаться игрой и не переживать, что ваш компьютер Beliink Gemini X55 этого не потянет. Охренительный, действительно крутой Beliink Gemini X55. Мы его настоятельно рекомендуем, потому что это очень классный вариант совмещения и полноценного компьютера, и Smart TV Box в одном устройстве. Вы можете работать на нем в офисных приложениях, вы можете делать на нем презентацию, вы можете таскать его с собой в командировке, вы можете его спрятать за монитор, вы можете проигрывать 4К YouTube, 4К видео, 4К фильмов. Здесь работает все просто прекрасно. Поэтому мы настоятельно рекомендуем. Недостатков за такую цену мы у него не нашли. Он действительно способен заменить полноценно компьютер и Smart TV Box в одном устройстве. И если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх. Если нет, пальцы вниз. Обязательно подписываемся. С вами был Bubble и Beliink Gemini X на канале Технозон. Пока, ребят.